Одной из самых горячих точек в Украине сейчас является город Купянск. Город Купянск сейчас атакуют так же, как в свое время атаковали Авдеевку. И это не просто так. Дело в том, что город Купянск – это город, в котором проходит транспортный узел. Вот еще до агрессивной войны, до вторжения путинской армады в Украину, из Купянска можно было попасть, например, в Белгород, а потом в Воронеж, спокойно доехать. Сейчас, если вы проедете по городу, вы увидите разрушенные мосты, вы увидите, как российская путинская артиллерия разбомбила и жилые дома, и школы, и мосты. Стреляли прицельно по гражданским, явно гражданским объектам. Если вы посмотрите на этот город, то такое впечатление, что в этом городе побывали фашисты. Ну, так оно и есть, потому что с февраля 22 года по сентябрь 22 года Купянск был оккупирован путинской армией. И затем ЗСУ, украинская армия, отбила город, освободила его от захватчиков. И сейчас город просто героически держится. Вот пока я сейчас говорю, мы слышим, как работает по городу российская артиллерия. Мы слышим эти удары. Сегодня в ночь опять был прилет, и опять пострадал совершенно мирный, обычный гражданский дом. Все это является военным преступлением. Но вот что меня восхищает, это то, как держатся жители города Купянска. Потому что, вы знаете, несмотря ни на что, в городе люди продолжают жить, в город продолжают защищать. Мы видим на улицах города большое количество военных, большое количество людей, которые продолжают с оружием в руках защищать этот город. И меня очень умилила сцена, когда я увидела, как женщина кормит кошек посреди города. Это, конечно, было что-то невероятное. То есть вы понимаете, да, то есть город, который по сути, да, в таком военном положении. И люди очень добрые, они продолжают заботиться о животных. И коты такие очень такие толстые и счастливые. И я очень верю в том, что этот город путинской армии не удастся захватить. Мы находимся в Украине, в городе Чугуев. Этот город был под оккупацией путинских войск на протяжении месяца с самого начала агрессивного вторжения в Украину. Сейчас город активно отстраивается, но вот у меня за спиной вы видите дом, который пострадал от действий войск путинской армии. И напротив меня здание, куда тоже был прилет. Люди в этом городе пережили российское вторжение, пережили российскую оккупацию. Они до сих пор довольно нервно реагируют на камеру, потому что они очень переживают из-за того, что может быть еще один прилет. Каждый день в 9 утра по всей Украине включают гимн Украины, и люди чтут память погибших воинов. Минуты молчания. Мы только что в Чугуеве слышали, как играл гимн Украины, и все вспоминали тех, кто пал за свободу своей страны. Мы находимся на Харьковском кладбище. И вот сейчас у меня за спиной сотни украинских флагов. Это значит, что под каждым флагом похоронен украинский воин, который защищал свою родину от оккупации путинской. И вы знаете, вот мы проехали за эти 2 дня практически всю Украину от запада на восток, от Львовской области до Харьковской. И мы видели десятки таких кладбищ и огромное количество вот таких флагов. Я не берусь сказать, сколько. Мне кажется, 1000. Вот это зримое преступление путинской армии. Потому что вот эти воины,
которые погребены в украинской земле, они освобождали свою родину от агрессивной, захватнической армии. Вечная память.